Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро, потоковое чтение. О чем вам важно знать прямо сейчас? Какие тайны спешат вам сообщить карты Таро, высшие силы, или на что стоит обратить внимание в вашей жизни в ближайшем будущем? Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы посмотрим, какие тайны, возможно, вам нужно знать, открыть, или что хотят вам открыть высшие силы через карты Таро и оракулы. Попробуйте сейчас настроиться именно на свои потоки, на свою энергию, на ситуацию в личной жизни, там, на работе, в отношениях, и так далее, да, в творчестве, может быть, в каких-то ситуациях, да. И давайте начнем мы с того, что вы можете прослушать от начала до конца и собрать этот расклад для себя как что-то единое целое, или выбрать из него золотую середину. А можете сконцентрировать свое внимание на одной карте или на комбинации, да, допустим, первая, третья и там шестая. Да. Хорошо, давайте тайна номер 1. О чем-то плохом. Может быть порча, может быть кто-то вам что-то портит. Возможно, вам что-то мешает, да, или кто-то мешает. Поэтому высшие силы говорят: обрати внимание на то, что кто-то мешает или что-то мешает тебе в каком-то вопросе. В работе, карьере, в личной жизни, в какой-то ситуации, в каком-то деле. Да? Может быть, в отношениях и так далее. Может быть, по роду, да, или там по здоровью. Вот на это стоит обратить внимание. Давай уточним, что за энергия, да, тут идет. Сейчас уточним немножечко. Насколько это опасно, давай спросим, да, все-таки порча редко выпадает. Почему редко? Выпадает, да, но она первая выпадает. То есть, прежде всего, обрати внимание на что-то плохое. Знаешь, если кто-то тебе что-то портит, да, то он от этого получает кайф, он кайфует. И тебе вообще нужно обращать внимание не сколько на порчу, сколько на состояние здоровья и на собственную защиту, на энергетическое твое состояние. Учитывая то, что здесь есть сфинкс, сфинкс всегда о защите. И сфинкс всегда о барьерах, о границах. Поэтому, скорее всего, тот человек, который портит тебе жизнь физически или магически, он, скорее всего, от этого просто кайфует. Поэтому смотри, если ты в магию не веришь, то в твоем поле есть токсичный человек, которому хорошо, если тебе плохо. При условии, если тебе плохо. Хорошо, давай посмотрим немножко, как говорится, глубже, да, в этот момент. Почему-то, да, здесь может быть и женщина, и мужчина, в принципе, но почему-то у меня поток идет женский больше, чем мужской. То есть источник негатива скорее женщина, чем мужчина. Сейчас посмотрим еще на картах. Это пока мои ощущения, да. Тоже женская карта, смотри, тебе вообще карты говорят: обрати внимание на свое здоровье. Если ты в магию, колдовство со стороны не веришь, тогда просто обращай на здоровье. И либо на тех людей, которые, тянут с тебя энергию, сосут с тебя позитив, да, и превращают твою жизнь в череду проблем. Но прежде всего это здоровье физическое и интеллектуальное, ментальное, да, в том числе. Давай еще уточнение. Да, это то, что я говорил о защите твоей. Видишь? То есть кто-то пытается пробить твою защиту, если речь идет о магии,
Ну, а если ты, опять-таки, в магию не веришь, что просто кто-то претендует на твои, ну, пересечь твои границы, да, то есть подвинуть тебя, вытеснить тебя из поля, там, где он тебя не хочет видеть. Но это может происходить и на физическом уровне, и на магическом одновременно. То есть оно одно другое не исключает. Ну, давай тогда спросим все-таки, кто этот человек? Кто этот человек? Кто угодно. Это может быть и мужчина, и женщина. Ну, здесь больше как бы у меня почему-то идет женская энергия. Сама по себе колода женская. Но ведь, видишь, если высшие силы больше чувствовали здесь мужчину, они бы дали, наверное, какого-то рыцаря, короля, мага, императора, да. А так вот все равно в этой карте, да, женщина сидит. Ну, может, она там работает где-то в баре, ресторане, где-то, может быть, с какими-то сосудами имеет общее дело, да. Поэтому смотри, первый месседж тебе идет. Сразу обрати внимание на свое здоровье, на свою энергию. Есть ли порча и насколько крепка твоя защита, насколько она выдерживает магические атаки от женщины или токсичного человека, который пытается нарушить твои границы, барьеры и портит тебе жизнь. Загадывай желание. И портит тебе жизнь, да, или превращает твою жизнь, ну, в череду проблем и морока. Семерка часто о мороке. Хорошо. Ну и, может быть, ты с кем-то недавно имел конфликт, ну или очень серьезно отстаивал свою позицию. Кто-то, может быть, обидел тебя, и кого-то обидел ты. Тут уже смотри сам. Скорее всего, все-таки проблема в женщине. Позиция номер 2. Еще одна карта. Плохая карта. Мы не делали сегодня диагностику, но этот оракул работает так, что он может работать как диагностический. Еще один сигнал. Если берешь от начала до конца, то сразу слушаешь, да, получается, сигналы идут о том, что от чего-то нужно избавляться. Метла говорит о том, что тебя могут обсуждать, обвинять, наговаривать на тебя. Но также часто метла говорит о том, что может быть такая ситуация, что просто, ну, есть какое-то что-то нечистое, да, в твоем поле, и тебе получается как бы лучше от этого избавиться. Ну, а рядом порча, то есть тебе нужно избавляться от кого-то плохого или от чего-то плохого. То есть уже карты как бы настойчиво говорят. Ну, давай посмотрим, какие знаки идут. Знаки энергии. Ну, смотри, здесь Геката, оно тебе еще откроется. Или ты уже этого человека знаешь, да, или он тебе откроется скоро. Ну, этот источник проблемы. Но, скорее всего, ты этого человека знаешь. Мало того, что ты его знаешь, тебе еще нужно освещать. Или, знаешь, как, ну, вот, есть такая привычка, ну, не привычка, а поверье, да, обряд такой, ну, вот, приобрел жилье, осветить его, да, пригласить священника. Ну, вообще это называется прогнать злых духов. Поэтому твое пространство, в котором ты проживаешь, скорее всего, нуждается в освобождении от темных сил и злых духов. Ну, это просто как опять сигнал. Ну и по сути, нужна ли тебе чистка? Ну, скорее, да, особенно если ты выбрал и первую, и вторую карту, да, вот так идет. Хорошо, давай еще посмотрим, какие тут знаки могут быть по метле. Метла говорит о том, что что-то нужно убрать. Здесь может быть такое, что сработает что-то. Возможно, ты, ну, помимо вот этих негативов, да, здесь ты скоро поймешь, что тебе нужно менять работу. И могут ли тебя обсуждать на работе? Да, могут. Также эта карта сигнализирует об необходимости укреплять защиту. Карта рядом защитной, и это защитник всегда. Ну и смотри, все-таки женщина здесь имеет очень
сильную энергию. И она ей распоряжается. И эта энергия может быть не обязательно из-за мужчины. Но мотив отношения с мужчиной здесь может быть. Ну, то есть, например, вы там не поделили, как две женщины, да, как две соперницы, какие-то отношения. Ну, тут пока смотри, если этого человека нет, значит, оно так и его и нет, да, то есть, если соперницы нет. Ну, и здесь король жезлов. Смотри, тут может быть серьезные проблемы на работе. Тебе карты говорят. И тебе нужно, знаешь, как быть аккуратным или аккуратной в общении с коллегами, с мужчиной, с женщиной. Здесь выпадает начальник, но здесь есть и начальница. И тебе не нужно, чтобы посторонние знали твое взаимоотношение с начальником или с начальницей. Чем конфиденциальней твои отношения с руководством, тем более стабильно и комфортно тебе будет в конечном итоге на работе. Такой месседж. Окей. Следующее сообщение. Ну, а следующее сообщение, видишь, какой-то позитив уже пошел у нас. Обновление. Что-то должно обновиться. Да? Возможно, будет регенерация, выздоровление и исцеление. Но да, смотри, здесь еще такая ситуация, что, возможно, карты просто логично указывают, что тебе нужно очищаться от негатива, да, энергетического, и тогда ты будешь исцеляться. Или магией, да, делать чистки, обряды, ритуалы, да, по избавлению от чего-то плохого, и тогда тебя ждет исцеление. Но это логично, да. Давай посмотрим, на каком поприще будет обновление, какая энергия обновления идет. А ты знаешь, здесь идет, ну, как бы игра такая, забава какая-то. Тебе идут легкие энергии. То есть на смену твоим проблемам, да, придет облегчение. Давай посмотрим, в каких сферах жизни придет облегчение. Первое. Ну, знаешь, это сфера в жизни, все для меня, да, то есть это та сфера, где бы ты хотел в первую очередь. Ну, это больше, конечно же, деньги, но это может быть и здоровье, и вообще та зона комфорта материального, которую бы ты хотел максимально улучшить. Я не знаю, что это такое для тебя, да, это общий расклад, но, скорее всего, это, ну, какие-то ценности, которые, ну, которым ты привык апеллировать, да, обращаться и обращать на них внимание. Где еще будет легче? Тебе будет легче принять решение и решить какой-то спор, ссору или какой-то вопрос, который останавливает тебя. Также тебе будет легче. Ну, легче и на работе, возможно, будет, и легче будет в коллективе и там, где ты себя развиваешь. То есть тебе будет легче достичь успеха, особенно в самореализации и в финансовом аспекте, как конечный итог самореализации. Ну, например, ты чему-то учишься и хочешь хорошо, ну, зарабатывать, давай так скажем, да, на этом. Ну, вот у тебя будет получаться. Но опять-таки, учитывая то, что ты избавляешься от вот этих двух первых негативных аспектов. Окей? Окей. Что-то должно произойти совсем скоро, летом. Скорее всего, это произойдет летом на летнее солнцестояние с 19 по 22 июня. У тебя открывается коридор возможностей в это время. Что ты сможешь сделать? То есть, с одной стороны, ты можешь что-то сделать, но с другой стороны, это власть. И мы посмотрим, давай спросим, что будет в твоей власти? Что будет в твоей власти? В твоей власти окажется деньги, финансовый поток. Возможно, ты удержишь то, что боишься потерять. Или найдешь то, что потерял,
или потеряла, ты можешь добиться успеха в своем деле и достичь той цели, которой долго шел, но не мог достичь. Также у тебя есть возможность что-то купить, продать, обменять и изменить свою жизнь к лучшему, и изменить обстоятельства, которые ведут тебя к твоей заветной мечте, к твоей заветной цели. В течение месяца-2 твоя жизнь в финансовом плане и в плане достижения тобой цели будет налаживаться. Интересный месседж. Но также, если тебя преследуют государственные силы или коллектора, особенно коллектора, да, то тебе нужно быть гибким. Да, то есть тебе нужно адаптироваться к преследованию коллекторов, если таковые есть. Если их нет, значит все остальное, то есть это тогда тебя не касается. Услышал или услышала. Следующий месседж. А кто-то шушукается за твоей спиной, кто-то тебя обсуждает. И видишь, вот она метла. Вот она метла. Давай узнавать, что говорят за твоей спиной. Это хорошее что-то или плохое? Нет, это не очень хорошее. Здесь выпадает медуза. И медуза часто о нечестном, несправедливом. То есть это необоснованно. То есть те сплетни, которые идут за твоей спиной, они как минимум не соответствуют действительности. Давай посмотрим, что о тебе говорят за твоей спиной, что не соответствует действительности о тебе. Первое, говорят, что ты по иерофанту, да, получается, как будто бы ты не умеешь общаться. То есть, то ли ты говоришь как-то непонятно, изъясняешься, то ли ты просто вот такой человек, знаешь, есть люди, которые вот не умеют разговаривать. Вот. Но, может быть, еще говорят, что ты говоришь неправду. Хотя, скорее всего, ты стремишься говорить правду, да? Напиши в комментарии. Далее. И что-то такое, знаешь, говорят о том, что нужно что-то прекратить тебе. И, может быть, не хотят тебя видеть на самом деле. 10 мечей. Кто-то, может быть, не хочет тебя видеть совсем или желает чего-то по 10 мечей тебе плохого. Совершенно может быть, знаешь, как говорят, что ты человек никудышный, да, плохой человек. Вот так на тебя могут говорить. 10 мечей – это конец. Могут говорить, что ты человек, который уже конец, да, понимаешь. Так. И королева жезлов могут тебя обвинять. Тебя могут обвинять в колдовстве и в попытке навязать свои правила игры. Здесь иерофанта, здесь королева жезлов. Кто этот человек? Скорее всего, это женщина. Скорее всего. Какая здесь женщина может быть? Воздушной стихии, особенно Близнец, и огненной стихии, особенно Овен. Стоит ли тебе опасаться этих людей? Давай смотреть. Тут 10 мечей и порча. Давай смотреть, стоит ли опасаться. 10 кубков, она хорошая карта. И можно сказать, что нет. Но если ты чувствуешь, что в твоей жизни нету покоя, гармонии и счастья, то тогда будь осторожен или осторожна, если веришь в магию. Потому что у нас сегодня порча открывает расклад. Поэтому будь, осторожен. Особенно, если ты не выбирал или не выбирала эти первые 2 карты, да, а сконцентрировал внимание только на 5 позиции. И давай последняя. Последняя, 6 позиция. Здесь что-то связано с женщиной.
Может быть, это ты, может быть, это твоя женщина, может быть, это, ну, как если ты мужчина, да, может быть, это твоя знакомая подруга и так далее, да, может быть, там мама чья-то. То есть давай, вот что об этой женщине, что уточним, да, что за энергия с этой женщиной связана? Это ушедший человек. Эта женщина, скорее всего, либо скорбит, либо она уже в другом мире. Хорошо. Что тебе хочет передать человек с того мира, особенно если это ушедшая женщина? Но, может быть, это ты, тогда этот человек уже в другом мире, и это может быть и мужчина, и женщина. Давай проверять. Послание тебе от ушедшего человека. Тебе нужно смириться с поражением. То есть, если у тебя что-то не получается, плюнь и отпусти. Это раз, этот человек тебе хочет сказать, дух этого человека, энергия, да, или если бы он был бы жив, он бы тебе это сказал бы. Так бы сказал. Дальше. Ты играешь по правилам, но которые не можешь ни навязать кому-то, ни изменить, ни управлять в этой ситуации. И чем ты больше хочешь победить, тем больше ты проигрываешь. Тебе нужно просто по судьбе из этой ситуации извлечь, ну, опыт и больше туда не попадать, в эту ситуацию. Скорее всего, ты опять проиграешь, если продолжишь эту борьбу, этот конфликт, этот бой. И еще этот человек тебе хотел бы сказать, что твои сомнения, они из-за того, что ты ввязываешься в борьбу, а у тебя совершенно другой путь. Тебе просто нужно больше энергии направить на свою игру, на свои правила, на свой результат, на свою цель. И тогда ты будешь успешным человеком. Ну и последнее. Люби то, что ты делаешь, и делай то, что любишь. И тогда ты обязательно найдешь вторую половину себя и будешь двигаться в свое нове чисте будущее з любов'ю, любимим і любімой. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.